Всем привет! Вы на канале Мистера Текро. В сегодняшнем видео вы увидите мой топ-5 аниме в жанре драма. Об этом меня попросил один из моих подписчиков. И сразу оговорюсь, это мое личное мнение, и оно может отличаться от вашего. А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! В данном жанре в аниме акцент делается на сильные чувства, глубокие противоречия, конфликты, трудно решаемые задачи, которые нередко могут привести к непоправимым последствиям. Но счастливый конец в них тоже может быть. Ну что ж, давайте начинать. 5 место. Аниме под названием «Настоящие слезы». Аниме вышло в 2008 году. В аниме 13 эпизодов по 24 минуты. Жанрами аниме являются драма, романтика, школа. Немного о сюжете. История разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, обладающего высокими художественными способностями. Он живет со своей матерью, отцом и одноклассницей Хироми Юасой, переехавшей в дом юноши после смерти отца. Ее отец был близким другом семьи Шиничиро, и после его смерти переезд для Хироми стал единственным решением. Шиничиро знает Хироми вот уже много лет и всегда дорожил ее улыбкой, но в последнее время та стала относиться к нему холодно дома, отчего юноша боится с ней даже заговорить. В школе же Хироми очень популярна, всегда улыбается, талантлива в спорте, однако Шиничиро знает, что истинные эмоции она держит в себе. В свободное время Шиничиро часто проводит с друзьями детства Миёкичи Нобусе и Айко Андо в магазине Имагаваяки, принадлежащем семье Айко, где она и работает. Вскоре Шиничиро встречает странную девушку по имени Ноэ Усуруги, проклинающую юношу за то, что тот ее дразнит. После непродолжительной череды перепалок парень мирится с Ноэ и узнает о том, что девушка отдала свои слезы. Мое мнение об этом аниме. Начну с того, что очень красивая рисовка для своих лет. Сюжет не особо банальный, сюжетные повороты не заезженные. Местами смотреть было скучновато, но на эмоциональных сценах режиссер постарался. Они берут за живое и доводят до слез. Стоит отметить и музыку. В аниме она шикарна и прекрасно подчеркивает моменты. Стараясь сказать без спойлеров, то финал аниме оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, я рад за победившую сторону, но с другой стороны, очень грустно и жаль проигравшую. Да и если бы автор поменял бы их местами, то ощущения и чувства остались бы теми же. Подводя итоги, могу сказать, что эмоции данное аниме способно вызвать довольно сильные. К просмотру советую. 4 место. Аниме под названием «Врата Штейна». Аниме начало выходить в 2011 году. В аниме несколько сезонов, есть несколько сплэшев, один фильм и несколько он. Жанрами аниме являются драма, фантастика, триллер, психологическая. Коротко об аниме. Сняв в Акихабаре квартиру, самопровозглашенный сумасшедший ученый Акабе Ринтара устроил там лабораторию и в компании своей подруги детства Сины Маюри и хакера Атако Хасиды Итаро изобретает гаджеты будущего. Троица отлично проводит время вместе, работая над совместным проектом мобиловолновкой, которой можно управлять с помощью текстовых сообщений. Вскоре сотрудники лаборатории сталкиваются с чередой загадочных инцидентов, которые приводят к открытию, изменившему правила игры. Мобиловолновка может отправлять электронные письма в прошлое и таким образом изменять историю. Мое мнение по поводу этого аниме. Рисовка для аниме 2011 года очень хорошая. Преобладают серые оттенки. В угоду может быть реализма, а может быть атмосферности. Накал страстей и драматические моменты в конце аниме до сих пор помнятся у меня в голове, хотя смотрел я это аниме уже очень давно. Что по поводу персонажей, все они получились очень живыми, странными, но вместе с тем такими реалистичными. К просмотру однозначно советую. 3 место. И тут у меня была борьба с самим собой. Ведь каждое аниме из топ-3 заслуживает быть на первом месте. Но надо было выбрать. И на 3 место я поставил аниме «Твоя апрельская ложь». Аниме вышло в 2015 году. В аниме 22 эпизода по 22 минуты. Аниме в жанре драма, сёнэн, романтика, музыка, школа. Немного о сюжете. Косей Арима, мальчик, профессионально играющий на фортепиано, выиграл все детские конкурсы
революции. Его имя было известно всем начинающим музыкантам. Мать Косея была его учителем. После того, как она неожиданно скончалась, у Косея случился нервный срыв во время выступления, в результате чего он больше не смог слышать своей музыки, несмотря на прекрасный слух и большой талант. Спустя несколько лет Косей все еще не притрагивался к пианино. Мир кажется ему серым и монотонным. Он рад, что у него еще остались хорошие друзья, такие как Цубаки Савабе и Рёта Ватари. В один прекрасный день он встречает девушку по имени Каори, талантливую и свободную духом скрипачку, чей стиль игры отражает ее личность и душу. Каори хочет помочь Косею вернуться в музыкальный мир и снова услышать музыку. Мое мнение по поводу аниме. История о непростой жизни и непростой любви юных музыкантов к музыке, людям и друг к другу. На этом хотелось бы и закончить, но это многослойное произведение затрагивает огромный спектр чувств от школьной романтики до бремени таланта и детских травм. Потрясающая история, на мой взгляд, одна из лучших. Живые герои, за которыми интересно наблюдать, за развитием отношений Као и Аримы. А помимо всего вышеперечисленного, в аниме потрясающая музыка. Картинка дарит очень много разных эмоций. А что еще нужно от произведения искусства? И да, самое главное, успейте сказать своему любимому человеку, что вы любите его. Аниме к просмотру советую. Второе место. И тут я решил поставить аниме под названием «Кланнад». Аниме вышло в 2008 году. В аниме 2 сезона. Жанрами аниме является драма, романтика, школа сверхъестественная. Коротко об аниме. Томоя Акадзаки – бездельник, уверенный, что жизнь скучна, а сам он ни на что не годен. Он ненавидит свой город. Вместе с другом Сунахарой они постоянно прогуливают школу и делают, что им заблагорассудится. Однажды, по пути в школу, у подножья холма, Томоя проходил мимо девушки, что-то бормочущей самой себе под нос. Внезапно та вскрикивает «Булочка», чем привлекает внимание Томои. Вскоре он узнает, что зовут ее Нагиса Фурукава, и что она частенько выкрикивает название чего-то вкусного в моменты, когда нервничает. Проходит время, Томоя пересекается с Нагисой в школе все чаще и чаще, и постепенно они становятся друзьями. Томоя узнает, что Нагиса была вынуждена остаться на 2-й год из-за болезни. Все ее друзья уже кончили школу, а сама она мечтает о восстановлении школьного драм-кружка. Заявляя, что ему все равно больше нечем заняться, Томоя решает помочь Нагисе с ее мечтой. Со временем к ним присоединяются еще 4 девушки. Проводя с ними все больше и больше времени и помогая девушкам решать их проблемы, Томоя узнает больше как о них, так и о самом себе, постепенно осознавая, что на самом деле не так уж он и плох, и вовсе не безнадежен, как привык о себе думать, а ненавистный им город становится полным воспоминаний. Мое мнение. Сразу скажу, это аниме далеко не для всех. Первый сезон довольно долго развивает основную линию повествования, но это потому, что так построен сюжет игры, по которой аниме и делалось. Поэтому кому-то может показаться он скучным. Для меня это проблемой не было, ведь по итогу мы получаем важную информацию для просмотра 2-го сезона, который и является одним из лучших, по моему мнению. В аниме очень много хорошего юмора, музыка — это нечто. У меня в плейлисте пару-тройку точно найти можно. По рисовке. Конечно, глаза у женских персонажей размером с дыню, но через несколько серий привыкаешь. ГГ интересный, который со временем начинает меняться в лучшую сторону. В общем, советую к просмотру. Первое место. Это аниме для меня стоит на одном месте с предыдущими 2. А на первое место я его поставил из-за того, что действия аниме связаны с событиями из реальной жизни. И это аниме под названием «Могила светлячков». Это аниме вышло как фильм 16 апреля 1988 года. Жанрами аниме является драма, исторический. Коротко об аниме. В последние дни Второй мировой войны 14-летний Сейта и его 4-летняя сестра Сэцука теряют мать во время американской бомбежки Кобе. Их отец, служивший в императорском флоте Японии, также погибает. Сирот принимает к себе тетка, но относится к детям плохо, и через некоторое время они убегают. В конце концов,
концов, дети поселяются в пещере на берегу реки. Мое мнение по поводу этого аниме. Это аниме не особо приятное, но не потому, что оно плохое, нет. Просто оно очень глубокое, с осадком, который остается у тебя внутри после просмотра. В аниме представлена ситуация глобального бедствия и горя, голода, когда твое личное горе — это ничто. И нет ощущения уникальности, потому что никто особо не плачет. Это просто жизнь в обнаженном варианте, так как она есть. Это фильм не о войне, он о людях и о том, как война незаметно калечит их души. О том, что мир среди руин является не спасением, а лишь продолжением ада. И о том, какую цену имеет ошибка, когда в твоих руках чья-то жизнь. Тут я не буду рассказывать о графике, о сюжете или звуковом сопровождении. Тут каждый увидит то, что он хочет видеть. В общем, к просмотру советую. Ну, вот и все. Вот такой топ-5 у меня получился. Повторюсь, это мое мнение, и оно может и должно отличаться от вашего. Пишите в комментариях свой топ-5 аниме в жанре драма. А с вами был Мистер Текро. Смотрите хорошее аниме. До скорого!